нужно ли вам такое устройство, или остаться все-таки на процессорах холодном МТК для стандартных позиций, стандартных элементов, или же просто себе поставить что-нибудь достойное. Вообще подобные магнитолы это уже из предела на любителя, роскоши, так как на самом деле, ну, если у вас есть возможность, либо вам хотят сделать подарок, то это будет отличный подарок. На практике для работы достаточно и МТК, особенно 8 ядер, хотя для большинства, подавляющего большинства пользователей автомобилей достаточно даже 1 гига оперативной памяти на самом деле. Хотя мы столкнулись с некой проблемой, что оперативки не хватает для раскрытия приложения работы видеорегистратора USB. То есть просто не открывается приложение, так как не хватает оперативной памяти. И даже 2 их не хватает, потому что там Full HD картинка, и приложение не может раскрыться. Ему нужен целый гиг оперативки. Поэтому такое есть нюансы, знаете об этом, что при покупке прибора S600 у вас может возникнуть проблема, если ваше устройство не имеет 4 гиг оперативки. То есть либо с этим смириться, либо очищать оперативную память при его включении и работе с системой ADAS. Проверяю сейчас самое важное, производительность центрального процессора. И это самый интересный момент. Делаю все в режиме нон-стоп, не вырезая ничего. Пусть лучше будет длинное видео, но при этом вы сможете убедиться полностью в том, что происходило. Также еще хочу напомнить, что я подсказываю вам, как подключать магнитолы, как это все настраивать в YouTube, а также в WhatsApp, Viber. Соответствующие у нас есть контакты и телеграм-канал. Но когда вы пишете вопрос в YouTube, я прошу вас писать каждый раз под новым видео и либо заново задавать вопрос, а не писать его в дерево ответов, так как иначе вопросы просто теряются. Я могу не найти его, а их очень много. А если новый, конечно, я отвечу на него. Так, проверяем многопотоковость. То есть идет полная проверка процессора. Да, QLED дисплей требует постоянно изменяющей картинки, чтобы и убрать такую проблему, которая называется остаточное изображение. Поэтому я не знаю, как им удалось это сделать, но скорее всего здесь, если есть QLED, мы посмотрим, то здесь должна быть такая функция. Картинка изображения должна постоянно меняться. Что-то должно происходить на экране, иначе у вас со временем будет остаточное изображение. Это особенность таких экранов. Может, вы видели в Samsung телевизорах, либо в LG телевизорах, у вас постоянно, когда стоит экран в режиме ожидания, меняется картинка. Это не просто так. Проверил процессор. Мы находимся на финальном этапе. Проверяет какие-то еще дополнительные элементы. Всего 12%. И опять же подтверждает, что у нас процессор MSM. Это пошел проверка там сенсоров. Сенсора вверх-вниз. Ну, картинка как на хорошем телефоне. Пока то, что я вижу.
Единственное, что я понимаю, что подобные дисплеи, возможно, могут выгорать по краям. Но это было и в IPS. Так, осталось уже совсем немного процентов. Проверка элементов. 94%. Тест QR-кодов. Пару процентов до окончания теста. 1%. И что же мы видим? 90 178. Удалось победить 1% пользователей. Ну что же, скажем так. И, кстати, написано, это устройство может быть ротировано. И параметры могут измениться. Но как для телефонов, например, 5-летней давности, то это огромный показатель. На 90 тысяч, в принципе, все мы поняли. Ну, у нас еще есть тут тесты различные. И мы попробуем их проверить. Так, тест ЖК экрана. Мультитач. 5. Тест серой шкалы. Тест цветной шкалы. Так, мое устройство. Давайте почитаем, что пишет здесь у нас Antutu. Процессор указан, 6-битный Qualcomm, Adreno. Количество памяти 8 ядер. 4,6 дюйма. Android. В принципе, все то же самое, что AIDA, но я бы хотел увидеть дисплей. И, к сожалению, я не вижу. Ну, датчиков тут, естественно, никаких нет. И данных по дисплею нет. На этом будем завершать наше видео. В принципе, еще планируем делать тесты. И попробуем узнать все-таки, какой здесь дисплей. Есть один способ. Нужно разобрать устройство, посмотреть внутри. То есть мы попробуем открыть устройство и показать вам, что находится внутри данного устройства. И если на нем нет отдельного кабеля подсветки экрана, значит это QLED. Спасибо большое, что вы посмотрели. Подписывайтесь на экран, и будет 4-я часть. До свидания.